Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, а, издревле люди знали определенные секреты, тайны благополучия, держали при себе определенные атрибуты, которые символизировали богатую жизнь и притягивали эту жизнь. Шли на разные хитрости, хранили дома монеты с изображением правителей. Считалось, что они приносят удачу и притягивают богатство. Брали у богатых людей какие-то предметы быта, у себя хранили, считая, что они обладают некой энергией денег. В принципе, они были правы. И много различных способов, различных ухищрений для того, чтобы притянуть к себе в жизнь богатство. Перед вами чертик. Хочу сказать для тех людей, которые боятся этого обозначения, этого слова, поскольку христианство объявило вне закона любые сущности, которые были дохристианские, то есть языческие силы. Поэтому, естественно, такие слова вызывают у людей ужас, страх и прочее. Хочу вас попросить открыть мою лекцию «Черти». Кто они такие? От слова «чертоги». Это духи, которые спускаются с чертогов, с различных чертогов мироздания. Это природные силы. Именно поэтому их изображали рогатыми и с копытами и прочее. Это все потом перешло в христианство, и всех темных духов начали так изображать. Хотя черти, они и не темные, и не светлые, они исполнители. Они могут как помочь в делах торговых, так и помешать, если их попросить. Ну, смотря кому, как они подчинятся и послушаются. Но бесплатно не работают. Им обязательно нужен какой-то откуп поставлять и прочее. От слова чертоги, черти, чертожные духи, которые изображались или описывались похожие на тех диких зверей, животных, которые живут в лесах, поскольку они оберегали еще и природу. Они служили природным силам в том числе. Вот поэтому их изображали рогатыми, как, например, скажем так, млекопитающиеся, извиняюсь, лесов, да, и с копытами, как и, собственно говоря, они точно такие же крупнорогатые, мелкокопытные, крупнокопытные и прочее, прочее. То есть природные силы, похожие на тех живых существ, которых они оберегали, охраняли и покровительствовали. Вообще все природные духи, природные боги изображались рогатыми. Отсюда и, собственно говоря, бог Кернун изображается рогатым, Ацха и прочее. Откройте мою лекцию и посмотрите, чтобы не пугаться подобных понятий и названий. Кроме всего прочего, считалось, что черти помогают в торговле. Очень много купеческих заговоров, зазывов денежных, связанных с чертями, где там просится, чтобы они торговали, чтобы они зазывали народ, чтобы помогали продать товар, даже залежало и прочее. Далее. Черти ведут торг, показывают нужный товар. У цыган есть определенные заговоры, в которых просьба к чертям, чертенятам, чтобы те показали лучших скакунов и помогли сбить цену. У меня есть такой ритуал, черт базарный называется, очень помогает, кстати говоря. Итак, денежный чертик. Вот они вездесущие духи, природные духи, духи, спустившиеся с чертогов, когда их зовут и просят. Они знают, где находятся деньги, где находятся сокровища, и могут оттуда
притащить, принести, привлечь в наш дом деньги. Вообще любые изображения, любые статуэтки, куклы, которые несут сакральный характер, то есть изображают определенную силу, духов и прочее, они просто так в доме находиться не должны. Если вы не знаете, что с ними делать, лучше их не держать. Они должны работать, грубо говоря. Они должны приносить, они должны брать откуп, они должны питаться энергией, взамен отдавать свои сокровища вам и так далее. То же самое, что связано с чертенятами, чертами, чертенками и так далее. Если у вас есть такие статуэтки дома, и вы не знаете, как с ними быть, лучше от них избавляться. Лучше дарить людям практикующим и так далее, потому что у них постоянно идет эта энергия. Это люди, которые все время взаимодействуют с силами магии. Естественно, у них дома есть этим силам чем кормиться, грубо говоря. Потому что они должны поглощать энергию. Со временем в эти изображения, в эти куклы, в эти статуэтки вселяются определенные духи и начинают помогать хозяину дома. В некоторых религиях не просто так запрещено изображать человека или запрещено вообще держать дома куклы, игрушки, которые напоминают человека или животное. Не просто так. Все, что похоже на живое существо, туда со временем вселяется определенная сила. А уж тем более, если люди, которые создают, то есть мастера, которые знают свое дело, и они создают с любовью, они знают определенные мистические законы, они создадут вот такой необычный шедевр. Вот этого чертенка мне подарили, вы видели видеоролик, где я показывала. Насколько автор сказал, это девочка. И вот, как видите, изобразила и сотворила она этого чертенка весьма необычным, таким вот необычным чертенком с третьим глазом на лбу, с такой ухмылкой и прочее. Я с первых дней сказала вам, что это нечто живое. Видно, что вот это так вот сотворено, похоже на человека, но может быть, потому что живет у меня, но вот мой чертенок охраняет вот сокровища там рядом. Я поставила этот сундучок с украшениями и прочее. Она их охраняет. То есть она приумножает их. Ну, потому что я умею работать с определенными, то есть с такими, да, атрибутами. Вот хочу вас тоже научить. Замечательный художник, художница, замечательный мастер. Она мне уже дарила там куколку, похожую на меня. То есть вот, собственно, и еще одна ее работа. Люблю талантливых людей, ценю их. И ценю их работы, личные качества у каждого свои, а вот именно работы нужно признать, когда видите достойную работу, да, и оценить по достоинству эту работу. Так вот, вот именно с этим чертиком мне захотелось провести этот ритуал, поскольку я в нем вижу некую такую силу и необычную работу. Итак, что нужно делать? Считалось, что черти – это не только покровители природы, еще и покровители имущества человека. То есть они оберегают, приумножают имущество человека. И если с ними подружиться, то они все время будут таскать в твой дом всякие богатства, всякие блага. Поэтому с ними нужно было подружиться. Их нужно было в таком красивом месте посадить дома, видном месте. Но если хозяин боялся таких всяких преследований, мог прятать где-то в шкафу, но создавал уютные условия. То есть сажал в таком красивом месте, вокруг складывал там камни,
эти монеты, всякие мог окружить и своими украшениями и все прочее. То есть создавал такое уютное место, чтобы сила чертика, его дух чертика все время хотел приходить в этот дом и приносить имущество. Ведь там, где вам не нравится, вы идти не хотите, уж тем более свои богатства туда не отнесете и не спрячете, правильно? Для того, чтобы эта сила хотела приносить свое богатство, свое имущество и прятать у вас дома, нужно было создать для него уютные условия. Ставили перед чертиком вино и мед и просили. Есть различные всякие древние там сказания об этом, какие-то фольклорные воспоминания, очерки и так далее. Но вот так, чтобы открыто был какой-либо ритуал, к сожалению, такого нет. Я очень давно искала нечто такое, что можно было, от чего можно было бы отталкиваться, да, и создать свое, как бы на основе вот того, что уже есть. Но я не нашла ничего подходящего, поэтому вот основываясь на этих древних традициях, обычаях и прочее, я создала свой ритуал. И хочу вам сказать, что он очень сильный, очень рабочий. Итак, время от времени ставите перед чертиком вино и мед и говорите эти слова. Можете раз в неделю, например. Чем чаще сделаете, тем лучше. Через некоторое время это можете убрать. Вот через пару дней, когда уже весь аромат ушел, можете просто убрать и выкинуть, вылить, там чашечку помыть и так далее. Мы питаемся физической едой, то есть той самой едой, которая у нас есть, там овощи, фрукты и прочее. Духи питаются ароматами, именно поэтому окуривают травы, дают им определенную силу земли и прочее. Некоторые говорят, ну вот что им мешает там самим это все взять. Они берут, но есть такой внегласный закон. Земля принадлежит нам. Атмосфера, потустороннее измерение, астрал принадлежит им. Мы имеем право, как хозяева, владельцы этой земли, им это отдавать, то есть угощать их. Вот если мы решили окурить что-нибудь, там, фомиам, если мы решили вот наши земные блага им преподнести, мед, вино там и прочее, это наше желание, мы имеем право им отдавать, тогда они могут их взять по полной мере и насладиться, а взамен выполнить, то есть исполнить то, что мы просим. Понимаете, есть внегласный закон. Там их мир, здесь наш мир. Пока им мы это не преподнесем, они не могут по полной мере это забрать. Мы, то есть, отдавая им, преподнеся, подарив вот это все, мы снимаем вот этот заслон, запрет и даем им возможность этим насладиться. Теперь поняли, почему? Почему они сами не идут из наших банок с медом, не забирают вот эту энергию, что мы должны преподнести и отдать по своей воле. Тогда они имеют право это брать. Итак, объяснила вам, куда поставить, что приносить, как угощать и просить. И вы увидите, как у вас будет приумножаться добро. Я уже вам дарила различные, очень много работ и заговоров, и ритуалов, притягивающих добро. И сказала, что впредь вот теперь будем больше работать именно с куклами, с символами, с атрибутами. Ну, постепенно, каждый год я больше и больше раскрываю вам двери магии, и я считаю, что это правильно. Зритель должен быть готов к этому. Сначала заговоры и ритуалы, потом уже работа с вольтами, с куклами и все прочее. Атрибуты. Чем больше атрибутов богатства у вас дома, тем лучше вы живете. Не только вы, но и по вашей крови идет вот это все. Это удача на ваших детей. Многие мои зрители говорят, вот вы знаете, у меня дети даже не знают, я вот делаю ваши ритуалы, заговоры, они стали удачливее, у них с работой как бы все получилось. Конечно,
вы просите за всю свою семью. Вы как матери семейства, как родоначальницы родов, потому что вы родили детей, они родят своих детей. Вы целый род создали, династию. Конечно, от вас вот это все благословение идет вашим детям. Поэтому те, которые говорят, вот я дома сижу вроде, но у вас муж работает, у вас сын работает, делайте, проводите, просите, и у вашей семьи будет эта благодать. Вот все люди, которые верят в это, которые относятся к этому с уважением, которые всерьез воспринимают природные силы и просят, даже если еще они не знали, как правильно делать, но всю жизнь обращались к каким-то силам Вселенной и судьбы и просили, они удачливые люди. Я как-то помню, я работала администратором под руководством одного человека. Мы возили по России дельфинарий. И весьма удачный человек, и всякие там проверки, все, ничего его не касалось никак. И я помню, как-то случайно увидела у него некий талисман. И он мне сказал, ну ты же знаешь, что у всех богатых людей свой секрет богатства. Я думала, что он такой Фома неверующий, не верит никому, ни в Бога, ни в черта. Оказалось, не так. Оказалось, что этот человек чтит, уважает эту силу вселенскую, то есть силу судьбы. И поэтому у него вот такая удачный такой бизнес. Все у него шло складно, замечательно жил. Ни в чем себе не отказывал. Если другим там каким-то дельфинарием, театром отказывали, ему нигде не было отказа. К нему всегда было очень добродушное, хорошее отношение. Вот, сопровождала эта сила его, потому что он к этой силе обращался и благодарил, и у него были свои секреты, сейчас не буду раскрываться, откупа и прочее, прочее. Итак, 6 раз читайте. Перед тем, как читать, ставите перед ним мед и вино. И через 2-3 дня можете вылить. Если кто-нибудь выпил и съел, ну, ничего с этим человеком не случится, просто вот эти продукты, они обесточенные. Так-то, конечно, нехорошо, если он так кто-нибудь съест, но все равно. Я вам один случай расскажу, и люди ко мне обращались, они занимались ремонтами и все такое. Впрочем, хочу вам сказать, вот такие люди, которые ремонтами занимались, вот просто работали день и ночь, шачили, можно сказать. И результат так мизерный, знаете. Вот после того, как они начали делать эти работы, элементарно просто заговоры читать. Многие из них купили квартиры, машины, дома в Подмосковье. За столько лет не могли, и потом за 1-2 года это все получилось, понимаете? Притягивается. Дело не в том, сколько ты работаешь, а в том, насколько ты правильно просишь эти силы, чтобы тебе помогли. И те люди, которые 40 лет работали, не добьются того, чего ты добьешься за 2 года. Так вот, пришли люди ко мне, я их научила, как нужно делать, если помните, да, достаток в дом, ритуал. Я сама начитала, отдала им эту купюру и сказала прикрепить под стол. Они начали работать, они купили квартиру не в России, у себя там, уже собирали на дом здесь и так далее. Прям очень хорошо шли дела. И однажды она мне позвонила, говорит, вы знаете, Инга, вот мой вот этот, не хочу сейчас произносить, напился, и, значит, я ему денег не давала на выпивку, он оторвал эти деньги из-под стола и забрал, и пошел купил, значит, сигареты и выпивку. И после этого у нас дела пошли вот в обратную сторону. Можете мне помочь? Я говорю, пусть он мне позвонит, извинится передо мной за то, что сделал. Тогда помогу. Он не позвонил, я не помогла. Потом она с ним рассталась, приходила, да, ей помогла отдельно снова. Что я хочу сказать? Уважение к силам должно быть. Тебе помогают, а ты с таким пренебрежением, это не просто купюра, которая приклеена под стол. Это не просто так она там, знаете, в таком положении. Кстати,
всегда под стол кладите деньги. Вот или под стол приклеивайте, но есть такой ритуал, я еще один научу, более попроще. У вас всегда будет что есть и что одеться. На основные нужды всегда будет хватать. Ну, речь не об этом. Уважение, друзья мои. Силы вам помогли, уважение. Был другой случай, когда женщина порекомендовала мой канал своей подруге. У нее был магазин дорогой одежды. И особо так покупателей не было. Она уже хотела закрыться. Когда начала делать мои ритуалы и заговоры читать на работе, у нее появилось огромное количество клиентов. Кстати, напомню, на всякие 4 менялы. Очень сильно работает для тех людей, кто хочет продавать. В пустом магазине вы будете продавать. Непонятно что, но продавать будете. Ладно. Эта женщина за полгода купила квартиру 3-комнатную в Москве. Машину, отдала все долги. Вот. И один раз она ей сказала: ой, там, я смотрела там какой-то ролик про эту Ингу, что-то нехорошее говорят. Я что-то распереживалась. Вот я же говорю, что подобные сплетни и грязь действует на людей безмозглых, на людей, у которых нет своего мнения. Вот понимаете, как они податливые на все, то есть они ведомые. Вот что сказали, в то и верят. Не анализируя, зачем кто-то это говорит и все прочее. Ой, я там посмотрела, она говорит, я ее с ней поговорила, пыталась убедить, объяснить, что вот ты пойми, но там говорят, ты же знаешь, что каждому сильному человеку завидуют. Не обращай на них внимания, кто они такие, чтобы говорили. Ну, ерунду носят, то есть несут просто, лишь бы вот на таких, как ты, воздействовать. Нет, нет, я пошла в церковь, покаялась, все это убрала, Фортуну спустила вниз в подъезд, пускай забирают, в общем, от всего избавилась. У нее в квартире случился пожар, выгорела половина квартиры. Потом у нее, значит, ограбили кассу в магазине каким-то образом. Клиенты перестали приходить, и она через некоторое время ей позвонила и говорит, ой, ты знаешь, зря я послушала вот этот канал грязный, который там что-то говорили про нее. Надо мне по новой начать читать ее заговоры. И она говорит, а уже не надо, тебе не помогут. Почему? Ну, потому что ты не уважаешь эти силы. Ты через них за полгода получила то, что не могла получить десятки лет. И ты вместо «спасибо» тут же поверила какой-то грязи, побежала, избавилась от них. Силы, друзья мои, не любят предателей. Во всем должна быть верность. Просите их, они вам помогают, будьте им верны, благодарны. Понимаете, не обижайте их своим отношением. Никогда не говорите, вот это, может, совпало. А почему столько лет не совпадало, а сейчас совпало? Вы их обижаете. Я могу не слышать, я не знаю вас тысячи. Я вас всех лично не знаю. Но они могут это услышать. Когда вы получаете через них эти блага, а потом говорите, вот, может, совпало, а может быть, а может, не надо делать, а вот что-то там кто-то кому-то что-то сказал. Понимаете? Думайте своими мозгами, а не чужим умом руководствуйтесь. Итак, заговор читаем 6 раз. Из золотых палат до царской казны вышел чертик с мешком. Вышел чертик с мешками на плечах, да с сундуками в руках. В мешках монеты медные, серебряные да золотые, в сундуках алмазы да драгоценные камни. Чертик, чертик, давай поменяемся. Я тебе вино и сладости, а ты мне взамен все благости. Я тебя в красном уголке дома посажу. Или в красном, неправильнее звучит. Медом да вином тебя угощу. У тебя богатство попрошу. По миру скачи или по миру скачи. Исправляю, потому что иногда бывает, что от усталости немножко не так читается. По миру скачи, деньги собирай, да мне принеси, наполни мои закрома, златом да серебром.
а мои сундуки мехами да сукном, столы явством, а дом наполняй дарами и добром, да всяким богатством. Чертик, чертик, давай поменяемся. Я тебе вино да сладости, а ты мне взамен все благости, все богатства мира неси сюда. Здесь понадежнее спрячем. Да заживем в богатстве и с везением в придачу. Заклинаю. Из золотых палат да с царской казны вышел чертик с мешками на плечах, да с сундуками в руках. В мешках монеты медные, серебряные, да золотые. В сундуках алмазы да драгоценные каменья. Чертик, чертик, давай поменяемся. Я тебе вино да сладости, а ты мне взамен все благости. Я тебя в красном уголке дома посажу, медом да вином тебя угощу. И у тебя богатство попрошу. По миру скачи, деньги собирай, да мне принеси. Наполни мои закрома златом да серебром, а мои сундуки мехами да сукном. Столы явством, а дом наполняй дарами и добром, и всяким богатством. Чертик, чертик, давай поменяемся. Я тебе вино до сладости, а ты мне взамен все благости. Все богатство мира неси сюда, здесь понадежнее спрячем. Да заживем в богатстве и с везением в придачу. Заклинаю. Из золотых палат да с царской казны вышел чертик с мешками на плечах, да с сундуками в руках. Устал сказывается, извиняюсь, 3 ночи. В мешках монеты медные, серебряные да золотые. В сундуках алмазы да драгоценные каменья. Чертик, чертик, давай поменяемся. Я тебе вино и сладости, а ты мне взамен все благости. Я тебя в красном уголке дома посажу, медом да вином тебя угощу. У тебя богатство попрошу, по миру скачи, деньги собирай, да мне принеси, наполняй мои закрома златом да серебром, а мои сундуки мехами да сукном, столы явством, а дом наполняй дарами и добром, и всяким богатством. Чертик, чертик, давай поменяемся. Я тебе вино да сладости, а ты мне взамен все благости. Все богатство мира неси сюда, здесь понадежнее спрячем. Да заживем в богатстве и с везением в придачу. Заклинаю. Хочу сказать, что пока тот канал на время закрыт, не могу там загрузить, я уже взяла свой запасной канал, сейчас называть не буду, я туда тоже загружаю, на всякий случай работы. Потом, если что случится со вторым каналом, тот канал переименую «Ведьмина изба 2» и снова будем с вами вместе. Проведите этот ритуал и увидите, как со временем подружитесь с этим духом, и он для вас станет живой. Да, забыла сказать самое главное. Чертик. Что делать, где найти? Друзья мои, наверное, на сайтах, я даже сейчас попробую посмотреть, должны быть такие игрушечные чертики. Из пантеона русских бесов брать не стоит. Имею в виду именно бесов, которых изображали в виде чертей, но они отвечают за определенные, скажем так, определенные стороны магии, определенные страсти человека и так далее. Там есть бесы страсти и прочие, с ними, о них тоже поговорим как-нибудь. Сейчас даже посмотрю, секунду, на паузу поставлю, я посмотрю, возможно ли на сайтах заказать. Я думаю, что да. Но материал должен быть либо, скажем, природный камень, да, пластмасса, но такая жесткая пластмасса допускается, но если перемешку с, то есть шерстью,
с мехом, который там будет, что еще, одеждами, вот тогда допускается. Или каменные, или из металла. Не допускается гипс и дешевые материалы. Да, огромное количество всяких чертиков, куклы и все прочее. Да, да, да. Причем здесь еще и называется сайт «Ярмарка мастеров». Замечательная работа. Сейчас на экране показывать не буду. Как-то названо брютик, что ли. Брютник. Вот. Очень красиво. Даже попрошу, может быть, Яну заказать для меня. Потому что они такие чертики с лицом детей. Все. Все вам объяснила и сказала. 2 чертиков нельзя. Они будут ревновать друг друга. Одного берите. Тогда у вас будет благо. А иначе этот ритуал может у вас не получиться. Потому что он должен быть один. Он должен с вами подружиться, жить в вашем доме, чувствовать себя здесь как у себя и приносить вам эти богатства. Всем удачи и всех благ. Да, забыла сказать, никаким детям трогать их нельзя. Никаким. Гости придут или ой, а что это такая красота? Руки. Руки от советской власти. Тут же по рукам. Нельзя их трогать. Ну, потрогают, катастрофа не случится, но нельзя. Это ваш личный слуга, который вам служит и помогает. Надеюсь, вы поняли. Всем удачи!